Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной несложный оригинальный узорчик вот из такой ниточки, вот из такой пряжи тонкой. Ну, как бы не сильно тоненькой, да? И крючок у меня сегодня все равно остается моя рабочая лошадка, крючок номер 3. Про пряжу я вам расскажу в конце видео. Напоминаю, вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать крючок. Схему к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Смотрите, она разноцветная, поэтому все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 6 плюс 1 петелек. Получается, давайте я наберу 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек. Ну и плюс 1 петелька, это получается 31 воздушная петелька. Набираю я, ну а вы набираете, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда, делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, с новичками давайте мы сделаем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Ну, чтобы в воздушных петельках не запутались, мы сделаем столбики, в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, для начала 3 петельки подъема. Повторяйте. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Далее накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И так далее. Шагаете в каждую петельку цепочки, провязываете вот так вот столбик с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я набрала, получается, 31 воздушную петельку. У меня, значит, получится 31 столбик. Поняли, да? То есть сами считайте, сами себя контролируйте. Все. И вот так вот тихонечко до конца ряда. Первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. По порядку вот в следующий столбик, верхушку следующего столбика нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом, получается как 2 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Считаем первый столбик с накидом. По порядку дальше в следующий столбик второй столбик с накидом. И по порядку в следующий столбик третий столбик с накидом. 3 столбика с накидом. Вот что у нас получается. Дальше повторение. Опять 2 воздушные петельки. Столбик пропустили, в следующий столбик без накида. 2 воздушные петельки. Столбик пропустили, в следующий столбик с накидом считаем. Раз. Столбик с накидом 2 по порядку. Столбик с накидом 3. Поняли? Вот что по итогу получается. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. То есть делайте вот такие маленькие арочки, 3 столбика. Маленькие арочки, 3 столбика. И так далее. Не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали практически до конца ряда. Вот такая картина получается. Начинали мы ряд, да, 2 столбика с накидом. И заканчивать будем 2 столбика с накидом. Итак, вот мои маленькие арочки. Первый столбик я уже провязала. Дальше, смотрите, накид. И у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда.
мы делаем вот в третью петельку, вводим крючок, вытягиваем рабочую ниточку и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И вот во второй столбик по порядку провязываем столбик с накидом. То есть мы заканчивать и начинать ряд будем все время одинаково. 2 столбика с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем наши арочки. Первая, вторая. Перепрыгнули. И вот наши 3 столбика. Работаем с ними. Итак, в первый столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее по схеме у вас написано, нарисовано, обозначено, что получается 5 столбиков с накидом мы должны провязать за общую верхушку. Да, у нас будет общая верхушка. Но я провязала, это не симпатично, не красиво. Предлагаю сделать здесь попкорн. Ничего сложного, показываю. Накид. Вот во второй столбик нырнули и провязываем 5 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И сюда же 5. Кому быстро, ставьте на паузу, либо просто в настройках у себя делайте скорость, как вам будет удобно. Итак, теперь мы, смотрите, петельку вот так вот сделали, отпустили ее, а сами возвращаемся к первому столбику из 5. Не вот к этому первому столбику, да, а вот из 5 столбиков. Вот он. Раз, беремся за верхушку, потом эту же петельку на крючок, и вот петельку, которая на крючке, мы протягиваем через первый столбик. Раз, и все. И получается более объемный элемент. Там была бы лепешка, а тут хоть и объемный элемент будет. И дальше провязываем вот наш третий столбик, провязываем в него столбик с накидом. Все так же, как по схемке. Первый столбик с накидом, последний столбик с накидом. В серединке сделали не 5 столбиков с накидом с общей верхушкой, а просто вот такой вот бочоночек пико. Дальше, когда узор подрастет, вы увидите, что так будет симпатично. Далее опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять перепрыгиваем 2 арочки. 1, 2, перепрыгнули. Вот наши 3 столбика. Работаем с ним. Первый столбик и последний столбик провязываем столбиками с накидом. А вот центральный столбик, второй, провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. И 5. Петельку подтянули, отпустили. Сами вернулись к нашему 5 столбику. Вот, поняли? И захватили опять же петельку, протянули петельку через верхушку столбика. Все. Вот такой бочоночек. Называется попкорн. И последний получается столбик из 3 провязали просто столбиком с накидом. Все. Поняли? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Совсем не сложно. Давайте, в конце ряда я вас встречу, у вас получится. Так, смотрите, красота наша потихонечку растет. Вот что первоначально у нас получается. И заканчиваем ряд так же, как и начинали, 2 столбика с накидом. Вот большое окошко. Первый столбик я уже провязала. Дальше накид. Здесь у нас тоже, помните, были 3 петельки подъема предыдущего ряда. Аккуратненько в третью петельку вот так вот ныряем. И провязываем столбик с накидом. Все. Ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Второй столбик провязываем столбиком с накидом. Здесь все без изменений. Дальше, смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. И ваша задача, смотрите, либо нырнуть в арочку, вот так вот, провязать столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и переключаемся. Вот первый наш столбик. Мы провязываем в него столбик с накидом. То есть мы повторяем полностью первый ряд. Запомнили, да? Мы нырнули в арочку. Теперь покажу еще один способ. Вот такие же маленькие окошечки к первому ряду повторяем. Арочки. Дальше. Смотрите. Беремся за верхушку. Вот, помните, наш попкорн. Беремся за верхушку попкорна. И провязываем столбик с накидом. И вот наш тоже третий столбик. В него тоже провязываем столбик с накидом. Все, 3 столбика есть. А теперь смотрите, показываю, как можно еще провязать. 2 воздушные петельки сделали. Теперь не в арочку ныряем, а в петельку. Смотрите, у нас здесь были 3 воздушные петельки. Мы в центральную петельку нырнули вот таким вот образом и провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки
И точно так же, вот получается у нас 3 верхушки. Мы за каждую верхушку провязываем столбик с накидом. Первый столбик с накидом. Далее вот за наш попкорн столбик с накидом. И за последний столбик с накидом. Все, то есть наша с вами задача повторить точь-в-точь самый первый ряд. И вот что по итогу у нас получается. Смотрите, внимательно, да? Вот так вот получается, мне кажется, менее аккуратно, когда в арочку. Но если позволяет зрение пряжи и крючок, провязывайте, конечно, в петельку. Так более аккуратно. Но если не позволяет, не ломайте глаза, делайте так, как вам удобно. Договорились? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Несложно, несложно. Повторяем первый ряд. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, красота наша растет. Ну, получается, это будет у нас изнаночная сторона, да? Потому что это вот там, где у нас попкорн, более симпатичная будет лицевая сторона. Итак, как мы заканчиваем ряд? Точно так же столбик с накидом провязали. Теперь за третью петельку подъема предыдущего ряда провязываем второй столбик с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Ничего сложного. Есть. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Вот опять наш второй столбик. Провязываем столбик с накидом. И теперь повторяем полностью второй ряд. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на наши 3 столбика с накидом. Первый столбик провязываем обычно столбик с накидом. А второй столбик у нас будет попкорн. Помните, да? Итак, столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Сюда же 4. Сюда же 5. Ниточку потянули, оставили. Сами возвращаемся к первому столбику из 5. Так, вот не к этому, а вот наш столбик. Нырнули, захватили петельку и протянули ее через верхушку столбика. Попкорн готов. И последний столбик провязываем просто столбик с накидом. Поняли, да? То есть мы повторяем точь-в-точь наш второй ряд. Все, несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Угу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязала я, получается, бочоночки попкорн до конца ряда. Вот что по итогу получается. Видите, какой объем, да? С другой стороны это будет более ровно, изнаночная сторона, а эта сторона будет лицевая. Все, мы с вами провязали 2 раза, получается, вертикальный раппорт узорчика. Вначале просто столбики с арочками, а потом окошки с бочоночками. Столбики с арочками, окошки с бочоночками, ну или с попкорном. Все, всего 2 ряда. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что несложно, оригинально. Договорились? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такой вот несложный ажур с объемным элементом. Видите? Вот. Узор сам по себе несложный. Получается односторонний. Видите? Изнаночка. Все ровненько, аккуратно, не стыдно показать. И вот лицевая часть. Вот они, объемные элементы. Мне кажется, вот именно с попкорном данный узор более симпатичный. Если было просто бы 5 столбиков с общей верхушкой. Да? Пишите в комментариях. Итак, из моей пряжи узорчик вот так вот чуть-чуть тянется. И вот так вот тоже чуть-чуть тянется. Что же это у меня сегодня за пряжа? Итак, смотрите, новички, кто еще с такой пряжей не работал. Называется она Alize Diva. Смотрим. В моточке получается 100 грамм, в 100 граммах 350 метров. Так, пока не забыла, сразу же цвет называю 291. Ну, в принципе, такой же, как он есть на самом деле, на камеру передается. Это по составу 100% микрофибра. Поняли? Такая она гладенькая ниточка, такая очень интересная. Здесь советуют производители брать крючок от единички до троечки, ну, в зависимости от того узора, который вы хотите, да, от плотности вашего вязания. Я взяла троечку, чтобы был узор более такой легкий, воздушный. Рассматриваю узор для летней туники, да, вот такой вот парео, туника и так далее, и так далее. То есть можно, конечно, и из хлопка вязать. Вы можете взять и демисезонную зимнюю пряжу, сделать шарфик, возможно, палантин, то есть на ваше усмотрение. То есть узор универсальный. Берете любую пряжу и вяжете то, что хочется вам связать. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Набирала я 31 воздушную петельку. Моей пряжей, моей рукой, моей плотностью вязания
у меня получается 15 сантиметров. При одинаковых исходных данных у нас могут быть с вами разные цифры, поэтому обязательно вяжите образец своей рукой. Ну и здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочков. И с новичками мы делали еще один ряд, да, получается 13. Итак, это у нас в итоге вот 12 сантиметров, видите? Узор вяжется очень легко, очень быстро, он быстро растет, ничего сложного здесь нет, запоминать ничего не надо, все одинаково, все повторяется из ряда в ряд, то есть 2 рядочка и все, и красота готова. Если вы уже что-либо вязали данным узором, то обязательно пишите в комментариях, что вязали, что получилось, какой пряжи, будем читать, вдохновляться. Ну, а если еще не вязали, то подбрасывайте идейки, чтобы вы связали такого вот интересного. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще это не сделал. Впереди много новинок. Поэтому нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в свои плейлисты. Не забывайте кнопку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Вот такая вот красота. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.